Всем доброго дня суток. На повестке дня у нас Ford Escape. Проблема в ходовке. На мелких кочках у него идет стук. Мы это все выявили. Получается, мы меняем кронштейн стабилизатора, в простонародье яйца, втулки стабилизатора и рулевые наконечники. И рулевые наконечники были более-менее нормальные, но я их уже несколько раз ему поджимал, так сказать. Поэтому решили их тоже поставить новые. Вот такие втулки стабилизатора Ford Escape. Внутри отверстие на 19. Вот такая форма. Вот это вот упаковка. Вот втулок стабилизатора. Вот это у нас рулевые наконечники. Вот эта упаковка от кронштейна стабилизатора. Вот с такими цифрами. Сами вот они, кронштейны. 2 наконечника, 2. И втулки стабилизатора 2. Я уже все подготовил. Все там зачистил. Смазал резьбу внутри в этой подрамнике. Подчистил скобы. Намажем болты и будем устанавливать. Это правая сторона. Это левая сторона. Также тут все почищено. И будем производить установку втулок. Намазали болты. Скоба готова. Мажу вот такой смазкой все резьбы. Они потом не ржавеют. Она такая серебрянистого цвета. А сюда добавляю масло, чтобы более так пожиже было, чтобы густого не ложить. Для закручивания втулки стабилизатора я использую головку на 15. Одеваю ее сюда, наживляю по максимуму. Потом просовываю руку туда и там ее наживляю до тех пор, пока она закручивается. Потом беру вот такой ключ с сгибающей головой, трещотка на 15 головку, и уже дотягиваю до упора. Ну все, поехали соединять. Итак, стремянки втулок стабилизатора затянуты. Кронштейн, резьбу намазали. Просовываем. Берем гаечки. Все это наворачиваем. И состыковываем. Если она чуть-чуть не подходит, выкручиваем ступицу в сторону и втыкаем кронштейн.
Заворачиваем гайки на место. Так. Затягиваем кронштейн. Итак, установили кронштейн. Гайки тут на 14 новые. И с торца нету отверстия под шестигранник на 5. А на самом вот теле основания здесь ключ на 15. Все тут затянуто. Теперь намазываем резьбу внутри и снаружи и закручиваем наконечник. Я контрагайку просто срываю, но ее не откручиваю дальше, чтобы меньше потом возиться, так сказать, со схождением колес. Установили мы наконечник, законтрили его, установили мы и втулку, и кронштейн стабилизатора на этой правой стороне. Все, собираем все на левой. Левая сторона, у нас кронштейн затянут, втулка стабилизатора затянута. Мажем смазкой резьбу, обязательно конус, чтобы здесь не закисало сильно, и мажем наконечник. Намазали мы внутри резьбу наконечники. Теперь накручиваем полностью на место. С левой стороны также я гайку не трогаю. Длина наконечника в принципе такая же, поэтому все, раз он пошел, значит нужно вернуть на один виток назад и закрутить. Теперь устанавливаем наконечник вовнутрь. Наконечник провалился. Берем гайку новую наконечника, ну и закручиваем. Теперь это все подтягиваем и затягиваем контрагайку на наконечнике. Затянули наконечник и контрагайку. Когда вы ее затянете до упора, то наконечник стоит в таком положении. Лучше его ключом вернуть в прямое во избежание стирания пыльника. Ну, вот и все. Все закручено, все запчасти установлены. Устанавливаем колеса, ремонт окончен. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки. Что будет интересно, спрашивайте.